Всем привет! Вы на канале Гудзик DIY. Меня зовут Катя. И в сегодняшнем видео хочу показать, как сделать статуэтку в восточном стиле из картонных тубусов. Кстати, я это видео сняла еще зимой, но только сейчас руки дошли его выпустить. И я посчитала, что такая статуэтка со стрекозой лучше подойдет к летнему декору комнаты. И как я уже сказала, основой статуэтки будут картонные тубусы. Они должны быть разного диаметра, чтобы можно было легко их ставить один в другой. Отрезаю необходимую длину, ориентируясь на высоту фигурки. И склеиваю их между собой, предварительно немного сплющив внешний более широкий тубус. Для того, чтобы скруглить верхнюю часть получившейся основы, оклеиваю ее фольгой. Донышко фигурки закрываю кусочком картона. Я свою фигурку ничем не утяжеляла, из-за чего она получилась не очень устойчивой. Так что лучше будет на этом этапе засыпать вовнутрь мелкие камешки или песок. Для того, чтобы выровнять основу, оклеиваю ее сначала газетами, а затем бумажными салфетками. И после высыхания можно приступать к лепке. Можно использовать любую самозатвердевающую массу, с которой вы привыкли работать. Я буду использовать воздушный пластилин. Можно легко добиться нужного оттенка, смешивая цвета между собой. В описании оставлю ссылку на видео, в котором подробно рассказываю об этом материале. Так что заглядывайте, если будет интересно. Для крыльев нарисовала небольшие шаблончики, для того, чтобы они получились симметричными. Намечаю карандашом контур будущего рисунка. Для объемного декора буду комбинировать два вида пластилина. Чтобы выделить крылья, взяла воздушный пластилин с мелкими пенопластовыми шариками. Я использую пластиковые стеки, которые были в наборе с пластилином. Если у вас их нет, то можно использовать всякие палочки или зубочистки. А тельце делаю из гладкого пластилина и продавливаю на нем неглубокие насечки. В это время и голова уже подсохла, и можно ее приклеить на ПВА. Также для лучшего прилегания промазываю клеем стрекозу. Все элементы одежды буду делать из цветов, которые сочетаются между собой, так как я не буду их полностью окрашивать. И цвет основы будет проглядывать через финальное покрытие.
И пока пластилин не застыл, наношу пластиковым стеком из набора и зубочисткой необходимый рельеф. Решила сделать необычный головной убор, мне он чем-то даже напоминает шлем. И чтобы он хорошо держал форму, для его основы взяла маленькую крышечку, подходящую к голове по диаметру. Сначала вылепила верхнюю конусообразную часть и после того, как она полностью высохла, приклеиваю ее на термоклей. А резьбу на крышечке заклеила полосками фоамирана, подходящими по цвету. Бисерную проволоку обмотала тейп-лентой и сделала из нее украшение. Посчитала, что к стрекозе нужно добавить более мелкого декора, и нарисовала термоклеем цветочки, напоминающие по форме сакуру. Такой способ окрашивания часто применяют для фигурок из соленого теста. Сначала покрываем всю поверхность темной гуашью или любой другой водорастворимой краской. А затем стираем ее влажной тряпочкой с выступающих частей. Вот так выглядит фигурка после тонировки. Мне хочется ее немного высветлить и подчеркнуть рельеф. Для этого я выбрала перламутровую краску красивого салатового цвета. И буду наносить ее полусухой кистью только по выступающим частям. Краска полупрозрачная, поэтому не перекрывает черный цвет полностью, а лишь придает ему красивого блеска и мерцания. И для усиления эффекта блеска покрываю фигурку глянцевым лаком. Как видите, из таких простых материалов, как картонные тубусы из-под фольги и воздушный пластилин, можно сделать такую замечательную статуэтку. Главное только включить фантазию. А на этом у меня сегодня все, и до встречи!